4 сентября 1971 года авиалайнер Boeing 727 авиакомпании Alaska Airlines выполнял регулярный пассажирский рейс 1866 из Анкориджа, штат Аляска, в Сиэтл, штат Вашингтон, с промежуточными посадками в Кордове, Якутате, Джуну и Ситке. На борту самолета находилось 7 членов экипажа и 104 пассажира. Друзья, поддержите наш канал, подписавшись на него. Согласно плану, полет должен был выполняться по приборам. В 9 часов 13 минут рейс 1866 вылетел из Анкориджа и в 9 часов 42 минуты произвел посадку в Кордове. Из-за проблем с загрузкой багажного отсека Боинг смог вылететь с Кордовы только в 10 часов 34 минуты, а в 11 часов 7 минут благополучно приземлился в Якутате. В Якутатском аэропорту экипаж получил от диспетчера разрешение на выполнение взлета и следования в Джуну по воздушному коридору до пересечения радиомаяка Плезент, после чего по прямой на Джуну. При этом после взлета следовало подниматься и сохранять высоту 2700 метров, вплоть до удаления в 24 километрах к юго-востоку от Якутата, и далее подниматься и занимать высоту 7000 метров. В 11 часов 35 минут самолет вылетел из Якутата, а в 11 часов 46 минут экипаж рейса 1866 перешел на связь с Анкориджским диспетчерским центром, которому доложил о высоте 7000 метров и удалении 104 километров к востоку от Анкориджа. Диспетчер разрешил экипажу по усмотрению снижаться и занимать высоту 3000 метров до пересечения радиомаяка Плезент, а также разрешил снижаться после пересечения радиомаяка Ховард. Получение информации было подтверждено командиром, который затем перешел на связь с диспетчером Джуну и получил от него данные для выставления давления на высотомерах, а также указание сообщить о прохождении высоты 3350 метров. В 11 часов 51 минуту с самолета доложили о покидании высоты 7000 метров, на что было дано разрешение снижаться. Затем диспетчер дал указание занимать высоту 3650 метров, о выполнении чего было доложено экипажем. Как объяснил диспетчер экипажу, такую команду, которая отличалась от первоначального разрешения снижаться к пересечению радиомаяка Ховард, была дана из-за того, что в данном районе находился еще один самолет, легкомоторный Пайпер, высота которого была неизвестна. В 11 часов 58 минут с борта доложили о прохождении радиомаяка Плезент и следовании по схеме ожидания, на что диспетчер дал разрешение следовать к пересечению радиомаяка Ховард через радиомаяк Джуно. Также он спросил, сохраняется ли высота 3650 метров, на что ответ был утвердительным. В 12 часов диспетчер повторил разрешение на прохождение радиомаяка Ховард, а также оценил время захода на посадку как 12 часов 10 минут. В 12 часов 1 минуту с рейса 1866 сообщили о прохождении радиомаяка Ховард, а в 12 часов 7 минут с самолета спросили о своем местонахождении относительно посадочного курса и схемы ожидания, на что диспетчер передал, что рейс 1866 только что вошел в схему захода и следует на радиомаяк Ховард, а после чего дал разрешение снижаться для прохождения направленного радиомаяка на высоте 2700 метров. Экипаж подтвердил разрешение на снижение и доложил о покидании высоты 3650 метров. В 12 часов 8 минут диспетчер спросил о высоте полета, на что с борта доложили о прохождении высоты 1500 метров. Тогда было дано указание переходить на связь с Джуно башня. Экипаж подтвердил получение указания и затем перешел на связь с башней аэропорта Джуно, доложив о прохождении радиомаяка Эрлоу и нахождении на удалении в 18 километрах к западу от аэропорта. Это было последнее радиосообщение с бортом рейса 1866. По свидетельствам 3 очевидцев, в это время шел небольшой дождь, а небо было покрыто облаками.
По данным метеослужбы аэропорта, на небе была сплошная облачность с нижней границей 500 метров, небольшой дождь, а видимость составляла 25 километров. По показаниям двух очевидцев, которые находились в районе гор Чилкот, они слышали низколетящий самолет, но не смогли увидеть его из-за низкой видимости, которую они оценили в 60 метров. Звук двигателей при этом был нормальным. Затем через минуту раздался взрыв. Третий свидетель видел самолет, который скрылся в облаках, но не слышал затем никаких звуков. В 12 часов 15 минут летящий на высоте 754 метров Boeing 727 врезался в закрытую облаками гору и взорвался. Когда экипаж перестал отвечать на запросы, диспетчер объявил тревогу, и начались поисковые работы. Через несколько часов обломки самолета обнаружили на восточном склоне хребта Чилкот, в 34 километрах западнее аэропорта Джуно. Все 111 человек на борту самолета погибли. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Аляски. Также это первая авиакатастрофа отдельного самолета в истории Соединенных Штатов Америки, в которой погибли свыше 100 человек. Расследованием причин катастрофы рейса 1866 занялась комиссия Национального совета по безопасности на транспорте. Согласно отчету, катастрофа, вероятно, произошла из-за отображения дезориентирующих навигационных данных по траектории полета относительно курсового радиомаяка, что привело к преждевременному снижению под установленную безопасную высоту. Как и почему возникла такая ошибка в навигационных данных, следователи установить не смогли. При этом Национальный совет по безопасности отметил, что пилоты для уточнения маршрута полета относительно радиомаяка не использовали все имевшееся у них навигационное оборудование, либо использовали его неверно. В отчете НТСБ указывается, что возможными причинами катастрофы явились ошибки пилотов, хотя прямо это и не называется. Но стоит учесть, что сам аэропорт Джуно довольно сложный в плане выполнения посадки, так как в процессе подхода самолетам приходится выполнять разворот на 180 градусов, в том числе над проливом и среди гор. Выполняя такой подход, экипажи могли и запутаться, а с учетом, что, как и в случае с рейсом 1866, на дисплее могут отобразиться неверные навигационные данные, то пилоты могут и неверно определить свое местонахождение. Поэтому в самой авиакомпании основной причиной катастрофы называют сбой в работе радиомаяка. К тому же уже через месяц Федеральное управление гражданской авиации США поставило в зоне подхода аэропорта Джуно дополнительный радиомаяк, что облегчило пилотам определение местонахождения. Также в 1998 году аэропорт Джуно стал первым в мире аэропортом, оборудованным системой по обнаружению и предупреждению сильной турбулентности в зоне подхода. Канадский инженер Чарльз Дональд Бейтман из корпорации Honeywell в тот день выполнял полет на Бичкрафт Барон, но, узнав о случившемся, изменил маршрут и вскоре уже был у горы Чилкот. Вид обломков самолета произвел на Бейтмана настолько сильное впечатление, что он стал одержим идеей сделать полеты более безопасными. Менее чем через год, 19 июня 1974 года, была подана первая заявка на патент о системе GPWS, системе предупреждения о близости Земли. С декабря 1974 года эта система начала устанавливаться на всех авиалайнерах. Смотрите также. 2 июля 1994 года авиалайнер McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании US Air выполнял плановый рейс 1016 по маршруту Колумбия-Шарлотт. Но при заходе на посадку в условиях грозы, после принятия экипажем решения об уходе на второй круг, внезапно потерял высоту и в 660 метрах от аэропорта Шарлотт врезался в деревья и разрушился.